Всем добрый день. Итак, хочу подарить всем воющим, плачущим самкам еще одну серию ритуалов, маленьких ритуалов для возвращения их самцов. Я так и назову ролик «Вернуть мужика». Хотела бы добавить еще самца, но будет слишком вульгарно звучать, а то добавила бы. А точнее, быка-семенителя вернуть. Того, кто вас бьет, пинает, но, невзирая на это, вы с утра пораньше звоните мне с криками о помощи. Мне настолько это уже надоело, я осточертела, я так устала говорить, что я не возвращаю никаких мужиков, что я к мужчинам отношусь очень равнодушно, что я больше предпочитаю жить по разуму, чем по велению сердца, и что я считаю, что если из вашей жизни убрали человека только для того, чтобы взамен дать еще лучшего человека, это бесполезно. Вы знаете, иногда женщины такие мне пишут, что я вот, глядя на них, понимаю, почему их мужик удрал. Я бы удрала еще быстрее. И еще дальше. До такой степени тупоголовые особы мне пишут, что я не удивляюсь, что в их жизни нет ничего хорошего и веселого. Уже в который день с утра пораньше звонки, 2 часа ночи звонки. Инга, муж собрал вещи, ушел, помогите. Мне вот очень нужна срочно. Дайте мне какой-нибудь сильный заговор, чтобы вернуть. И вот вы удивляетесь, что я вас посылаю на 3 буквы. 6 утра звонок, 8 утра звонок. Я сегодня проснулась от того, что звонок, вот прям полчаса звонят. Я думаю, да блин, ну что это такое, а? Вы знаете, когда внезапный звонок ранним утром, думаешь, все что угодно. В семье что-то случилось, ну мало ли, что случилось вообще. Пожар. Проснулась, пока проснулась, звонок замолчал. Читаю, значит, скорую помощь, кресты мне отправили, мол, СОС, спасите, помогите. Вот он ушел, он меня оскорбил, обидел. Я хочу сделать ритуал, какой мне посоветуйте, помогите, я хочу его вернуть, я не могу без него жить, спасите, пожалуйста, дайте мне что-нибудь сильное, или скажите, вот как надо делать, или сделайте мне срочный приворот. Я в очень грубой форме ответила. Я просто спросила, у вас одно место горит, женщина, или как вообще понять, что случилось? От такой колхозницы я бы тоже убежала. Понимаете, ну, вы только вот прочтите между строк. Он меня обидел, унизил, оскорбил, ушел. Помогите мне его вернуть. Чтобы он меня еще раз оскорбил, еще раз обидел, еще раз ушел. Не возвращаю я ваших мужей и не собираюсь это делать. Поэтому я дарю вам, вот верните их сами. Если вы считаете, что мусор, который выкинули из вашей жизни, вы должны обратно вернуть, верните на здоровье. Потом не жалуйтесь, что в вашей жизни нет счастья, нет ничего там светлого. Вы живете так, как заслуживаете. Судьба очищает вашу жизнь от дерьма. А вы это дерьмо с туалета выгребаете и обратно носите домой. И удивляетесь, почему в моей жизни ничего хорошего нет? Да потому что дерьмо выкидывали, чтобы пришел нормальный человек. А вы, нет, отдайте мое говно обратно, я не могу без него жить. Вы его вернули, пожалуйста, возвращайте. Итак, возвращаем ваших мужиков. То есть я вам говорю, а вы возвращаете. Первое. После 6 вечера, то есть вечер должен быть, солнце должно сесть. Сумерки. Выходите на перекресток. Берете 4 монеты.
Поворачивайтесь лицом к каждой стороне, каждой дороге перекрестка и громко говорите его имя. Но не так, чтобы соседи милицию вызвали, а просто громко называйте его имя. Ну, например, там Вася, 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 Вася. Поворачивайтесь к каждой стороне перекрестка, каждой дороги лицом и называйте громко его имя. Потом кидайте 4 монеты и говорите: призываю тебя, опять его имя, и уходите. Через некоторое время он вам позвонит, ну, по крайней мере, даст о себе знать. Это первое. Это очень древний метод, но различные есть варианты. Это мой вариант. Следующий. Ровно в 12 ночи. 12 раз говорите. 12 часов. Ну, это 00:00 ночи. 12 часов, 12 бесов. Вас призываю к нему имя. Отправляю. Вселите тоску в его сердце. Гоните ко мне. 12 часов, 12 бесов. Помогите. Его сердце покорите. Да будет так, заклинаю. Читайте 12 раз или говорите наизусть, если помните. Через некоторое время он явится. Сделайте это несколько дней подряд. Если все вместе сделаете, еще быстрее будет эффект. На церковь. Подойдите к церкви. Неважно, какой вы религии и верования. Особенно меня вообще радует, умиляет, когда люди заходят ко мне и пишут: помогите, приворот сделайте, а у них на аватаре либо Библия, либо Коран, либо икона. Очень верующие люди, очень. Так вот, неважно, какой вы религии, это более древняя сила. И эгрегор христианства, да и любой, можно использовать себе во благо для определенных ритуалов, особенно черных ритуалов. Не потому, что вы верующий становитесь или вы христианкой становитесь. Нет, вы просто говорите то, что есть факт. Факт в том, что там молятся на иконы. И вот вы эту мольбу, то есть эту процедуру, да, это связываете с возвратом вашего мужа, мужика, мужчины, самца, быка, не знаю, кого там. Смотрите на церковь, на купола церкви и говорите 7 раз. Не обязательно подходить так, чтобы люди видели. Вы можете в парке стоя читать. Никто не поймет, что вы делаете. Как народ на иконы молятся, да им кланяются, да их почитают, попы службу справляют и служат им, так и он, его имя, пусть на мой лик молится, как поп перед иконой, так и он передо мной кланяется. Да будет так. Аминь. 7 раз прочитали. Постарайтесь сделать несколько дней. В скором времени он начнет давать признаки жизни. Значит, зажигаем спички. Можно вот эти каминные взять спички длинные. Зажигаем эти спички в маленькой какой-нибудь емкости, может, пепельница, не знаю, выберите сами. Его фотографию поставьте. Лучше с фотографией. Можно и без фото, но желательно с фотографией будет сильнее. Возле форточки вечером, когда уже темно, зажигайте их и читайте на дым 6 раз. Поддерживайте этот дым. На дым читали в древние времена. На дым делались очень сильные заговоры. Это реальная сила. Особенно возвраты. Дым Дымович, иди по свету, кружись. Дойди, куда скажу. Сатана Сатанович, через дым доведи мою тоску до него, имя. Гони его всеми дорогами, всеми порогами до моего порога, заклинаю. 6 раз прочитали, убрали это все, спички выкинули, фотографию спрятали. А то вечно спрашивают, а что потом сделать? Ну, потом берете, убираете стол, подметаете, очищаете, пыль вытираете. Все надо подробно прям расписать. Иначе люди не соображают, что потом фотографии надо убрать, что потом вот это вот все, что зажгли, нужно выкинуть. Если я не скажу, они так и оставят. Пойдемте дальше.
Каждое утро и перед сном, пока вы не помиритесь, значит, помыть лицо водой, сесть и дать высохнуть. И пока не высохнет вода на лице, читайте. Как вода на мне сохнет, так и ты, имя, по мне сохни. Высохни душой и сердцем, заклинаю. Столько раз, пока не почувствуете, что вода высохла. Значит, дальше. На форточку или на окно. Открывайте форточку или окно в полном одиночестве. Желательно, чтобы животных не было в этой комнате. Читайте 13 раз. Вечером, в сумерки. Это все делается желательно в сумерки. Один бес тоскующий, второй бес зовущий, на крыльях ветра летите за 7 гор, 7 морей. Внушите ему тоску кручину, любовную муку, зовите его ко мне днем при солнце, вечером при луне. Пусть всеми дорогами приходит ко мне. Истинно заклинаю. Дальше. На стакан с водой. Это все создано на очень-очень древних поверьях, знаниях, поэтому они работают. Точно так же, как и первые зазывы. Любовные зазывы откройте или вернуть любимого. Я их уже сотни штук подарила. Берите хоть каждый божий день, прям распишите весь свой день, вот каждую минуту что-нибудь проведите, пока ваш не явится. 3 раза читайте над водой, то есть над этим бокалом или стаканом. Потом ставите эту воду возле дверей. Если у вас животные, я даже не знаю, постарайтесь следить, чтобы они не выпили, потому что прям нужно возле дверей поставить. Если выпьют, повторите. 3 девицы, 3 сестрицы, придите ко мне, помогите мне, берите тоску, кручину, да любовную силу. Отправьте следом за моим любимым. Пусть пойдет тоска, кручина, да его найдет, да прикажет ему меня любить, меня одну, желать, хотеть, тосковать, да за мною по пятам ходить. Не гулял бы он, не веселился, а ко мне бы явился, стремился, да возвратился. Да будет так. И поставьте стакан с водой возле дверей. Желательно каждый, вот, например, ночью сделать, да, утром вылить этот стакан. Но в скором времени он явится однозначно. Или позвонит, или напишет, он даст о себе знать. На фотографии читаем 13 раз. Ставлю тебе духа путеводителя, одного сбоку, второго сзади, третьего спереди. Духи, духи милого ко мне ведите, ноги его ко мне пусть несут, гонят и гонят, к порогу приведут. Аминь. Теперь послушайте внимательно. Луна здесь не имеет значения. Не надо каждые 5 минут спрашивать, а луна, а когда, чего. Если луна будет иметь значение, я скажу. Если я не говорю об этом, значит, не имеет значения. Где надо откупиться, я сказала. Где не надо, я не говорю, значит, не надо. Откупаемся мы иногда своей энергией. Духи берут иногда нашу энергию, силу некоторую. Например, во время чтения бывает, что шатает или перед глазами темнеет. Они берут энергией. А если ваш любимый возвращается, они еще и берут любовной энергией. Поэтому не стройте из себя профессоров. Прочитали там везде, шастайте по этим форумам магическим, да, очень верующие люди с Библией, с Кораном, и с иконами, и с крестами. Шастаете, а потом приходите и начинаете из себя корчить профессоров там. А вот Луна имеет значение. А вот это, если будет иметь значение, я это скажу. Поверьте мне, я об этом не забыла. Не запамятовала. Не надо мне напоминать. Не учите папаню делать детей, пожалуйста. Всем удачи, пользуйтесь на здоровье. И да явится к вам ваш бык Фердинанд.